Всем привет! Ну что, всем добро пожаловать в Genshin Impact. Сегодня будет стримчик, как всегда, по чтению, потому что в конце циферка 7. Да, вот Чори все подтверждает. Поэтому будем сегодня читать, но перед этим я хочу сделать два квеста. Один ежедневный, который сюжетный, мы должны завершить его. И один с Ксавье, который находится в Инадзуме. Потому что мы его забросили, его уже миллион лет нету. Вот. Привет, Энра, как дела? Привет, все нормально. Как твои? Всем куськи. Так вот, кто помнит, какой ответ ему надо сказать? Потому что я нажимал... По мне, я нажимал все три варианта, но, видимо, нет. Или он у меня повторяется. А Фатуи, давайте о ее величестве. Но у меня больше нет. Да здравствуй, ты. Здрасте. Все хорошо, это молодец. Геншин зависимый, привет. Экономика, привет. Ты нажимал про Глаша Порчи. Точно. Про Фатуи я тоже спрашивал. Это был на том стриме, где я нечаянно нажал. Значит, у нас остается только о ее величестве. Но опять же, есть чувство, что я уже забирал, скажу, награду за все это. Да, я это все читал. Ну давайте выполним, может быть, что-то изменится и все будет хорошо. Так, почему у меня ТикТок отвалился? Потому что я не тот ТикТок у меня. Извините, не тот ТикТок. Сейчас, секунду. Так вот, пройдем сейчас вот этот ежедневный квест. И нужно пройти квест с Ксавье. Потому что мы забросили этого пацана, его уже миллион лет не слышно, не видно. Так, куда мы идем? Не понял, куда мы идем? Вот сюда. Что-то я там делал, там убить кого-то, не? Всем вечерней куси, здрасте. Лайк на ютубе накинуть чуть не забыл. Спасибо большое. Анимика говорит всем кусей, всех кусифейс. Всех вас кусь. Чтобы знали. Геншина зависимый говорит Ксаве. Это вообще кто? Вот. Раика говорит забыли, Аня, пацана. Точка, ни за что. Как дела? А он Эндрис говорит, старается. всех покусали. Типичный чатик. Давай. А какой из них? Почему всегда... Да, может, если я убью обоих, может, дадут какую-то ачивку? Пойдем. Анимика говорит, все вкусно и класснее. Пойдемте, пацаны. Давай. Кристрантиай говорит по поводу квеста с Фатуи. Если у тебя закрыта на 100% ачивка, снежная слезам не верит, то все сделал уже. Я сейчас посмотрю. Говорит, не дадут. Раика говорит, вы уже проверяли. Точка, теперь друзьяшки. Рома Курмиев говорит, привет, Хим. Привет. Тихо. Так, все, я убил обоих. Это трофеи, которые нужны. Так, ну пойдемте. Быстренько отдадимся ему. Быстренько сделаем Раика дела. говорит, Тенра скучал по мне. Я по всем скучаю. Нуна меня говорит. Неделю не было. Здрасте, Нуна. Смотрите, говорят, что у деда есть вот эта штука, которая за ним след остается. Есть ли такая же штука у Чиори? Как он называется? Эхо. Есть ли эхо у Чиори? Супер главный вопрос. Понка, здрасте. А что происходит? Секунду. Нету. Это плохо. У деда это у Джун Ли? Ну да. Так, уже принесла? Да, вот они. О, неплохо, а ты ловкая.
Хочу знать, но мы это видели. Ладно, давайте посмотрим, есть ли у нас ачивка. Куда жмать? Не сюда. Нет, сюда. Не сюда. Так, вот так. Натали, привет. 1000 лет тебя не было. Достижение. Так, как Энгельс она говорит, называлась? в будущих будет. Сейчас Тогда и Надзумких добрались. Эскер Визард говорит Натали Фелове, давай вместе пошалим. Ничего ореха нету. Как она называется? Зимняя... Где-то же написали. Нуна говорит, сейчас я как найду. ваше ничего. Нормально, как ваши? Почему я не вижу? Вы же писали. Зимний Эндрюс кто-то говорит, кого-то... Вилатка снежная слезам не верит. Снежная... Не Натали Фелове говорит, Не ню-ню, ве- не шалить. вид. Риви говорит, привял. Оно не работает, этот Эскер поиск. Визард говорит, шалить чатику Тенры. Да, Сын привет. Монолита говорит, привет всем и деду тоже. Здрасте. Эндрюс говорит, не в чудесах света. Это отдельный раздел ачивок. Нуна говорит, чувствую себя старой. Давление смайлинг фейс вистир. Снежная Эскер слезам не Визард верит. говорит, Натали Нету, Фелове нету. Я не знаю, я нажимал все. Что они от меня хотят, я не понимаю. Я не понимаю. Я сделал все. И даже больше. А они не хотят. И Надзума. Так, секунду. Натали Фелове говорит, а какую сейчас делал? Асковизард, я тебя сейчас забаню за спам. Я сейчас делал про царицу. Мы 100% нажимали про глаз порчи. Кристиан и про... Тиай говорит, значит, про Фатуи не нажимал, если Эндрюс помнит про глаза порчи. Про глаз порчи я тоже помню. Эскер Визард говорит, в смысле спам. Про Эндрюс говорит, смайлики, это которые так ты кажется, у отправляешь. меня таких случаев много было. Казалось, все сделал, а потом оказывается, что мне казалось. Ну, блин. Я же нажимал первый. Первый раз я нажимал про царицу. Это я точно помню, потому что она тогда только появилась, и мне было интересно, типа, что происходит. Эскер Визард говорит, а ну ладно, смайлов не будет. Их все равно никто не видит. Натали Фелове говорит, я помню, вроде первую и последнюю делали. Вот. Мы среднюю сделали до этого. И мне даже дали 30 примагемов, но не дали ачивку. Очистное устройство, запчасти, карта маршрута и данные с маячков. Кажется, это все. Подожди-ка, я загляну в свои записи и проверю, ничего ли мы не забыли. Данные с маячков, карта маршрута, запчасти, очистное устройство. Да, мы молодцы, вперед. Прими мои извинения. Я впервые в жизни вступаю в подобную зону. Обычно я занимаюсь логистикой и данными. Или в лучшем случае управляю какими-то машинами дистанционно. Эх, на этот раз мы увязались по горло, как утки на верхней полке. Как утки на верхней полке. Что это значит, я вообще не понимаю. Не доводилось слышать такое выражение из Ливе? Нет. Оно означает просить кого-то сделать что-то невозможное. Хотя я не совсем понимаю, почему утки не могут забраться на верхнюю полку. Это про волков есть такое. На верхней полке, где есть волки. Ах, утки такие элегантные и нежные создания. Я словно вижу, как они скользят по зеркальной поверхности воды в фонтейне. Эх, идем. Если это устройство работает нормально, оно сможет постоянно очищать порченную энергию в небольшой области вокруг себя. А значит, мы сможем войти в аварийную зону вместе. Будем придерживаться нашего исходного плана. Ты берешь на себя Фатуи, а я занимаюсь горным Микаге. Идем. Так вот, я напомню, это стрим по чтению, но я хочу сделать вот эти две вещи, заодно немножко... Хотя, не сказать, что я отдыхаю от чтения. Куда мы идем? Джей. Вот ты? Нет, это не в этот сон. Это такой длинный мерзкий квест, если честно.
Нефритовое искусство садовника, колонн, технология. Не понял. Кто-нибудь видит? Охотник. Я нефритовое горы. Я что, гоню? Я схожу с ума? Его нету. У меня уже не первый раз такое, но... Натали Фелови говорит, а у нас снег неделю, а я уже месяц назад резину поменяла. Ой, капец. Теперь на работу на электричке катаюсь. Это ты молодец, что не Раика ездишь. говорит, и еще у меня Смотрим великая отсюда. радость. Интересно, что за радость? Что за радость? Кстати, у нас 31 градус тепла. У нас прям мы жаримся. Нет уже квеста, алло. Куда дели квест? Почему квест угнали? Эндрюс говорит, вот пройдешь Арасаку, потом будешь говорить, что это самый долгий и гнусный квест. Я не хочу. Эскервизард говорит, иди в центр, там устройство должно появиться. А почему мне не говорят? Раика говорит, завтра брат приезжает, хы-хы-хы. Классно тебе. Аня Мика говорит, сказание из Татарыни. Джей? Где? Сказание из Татары, финальный акт. Татары. Че они написали, Натали Фелови говорит, непонятно. он синий должен быть вроде. Все. Так, куда мы идем? А нам наверх. Эскервизард говорит, кто знает, сам уже не помню, как его проходил. Спасите. Так, нам Кристин телепорт говорит, наверх. а я вот вспомнила только вчера, что ивент почти кончился, а я его даже не трогала. А там бесплатный Арарон. Блин. Надо в темпе турбовеника закрывать виз роллинг. Я хочу себе вот эту лольку, Раика она не говорит, и падает. я сделаю ему сюрприз, он не знает, что я поеду его встречать в аэропорт. Ты молодец. Пожалуйста, можно мне лольку один раз? Геншин, не буль меня хоть раз в жизни. Тварь. Геншин, ты тварь. Ну все. Анимика говорит, Тенра, мне эта долька даже за 60 круток не упала с Я не Марсу. понимаю, она что, круче Леги? Анимика говорит, оставьте потуги Грининг Скуинтринг Фейшак Хендлайт Скинтон. Почему она круче Кристин Леги? Тиай говорит, я слила 30 круток, чтобы вытянуть ее. Так я уже открутил Эскервизард больше. говорит, у меня, чтобы выбить эту лольку, ушло 152 крутки, и это с 0. Жесть. Эндрюс говорит, вы еще будете меня булить и проклинать, но... Иоанн Санс 2, сюда. Геншин Мика, Азависин забань его. говорит, 6 шеврис, имба, играй с ней. У меня уже C6? Нуна говорит, за 40 круток целых 0 Иоанн Сан. Подождите, где она? Аня Мика говорит, Эндрюс банан тебе. Бананище. Раика говорит, у меня тут на параллели Blackpink играет, ха-ха, мне норм. Эскервизард говорит, У меня уже осуждаю некуда. Геншин. У меня уже некуда, все. Мастер Шляпка говорит, если есть Беннет, то не лучше. Подожди, а куда делось созвездие? Мне же, Покемон получается, говорит, ничего не привет, дали. дядя Смили голосом. Здрасте. Аня Мика говорит, Берненер Бенена. Бнер. Натали Фелови говорит, Спасибо я за тоже 2 подписку. накрутила, дальше боюсь. На Шиланин коплю. Давай. Эскервизард говорит, отдай мне 6 фейс вестерсон. Да забирай, господи, она бесполезная. Ариану Окр говорит, здравствуйте. Здрасте, рогатка. Нуна говорит, блеск. Кристен Тиай говорит, тебе 5 блеска дали кишбеком. Кишбеком. Аня Мика Где мы? говорит, Кто мы? созвездие в блеск пошло. Мне же не сюда, правильно? Мне же вниз. Мастер Шляпка говорит, тебе дали 5 звездных кусочков, Все, а не 2. я забрал. Аня Я Мика понял. говорит, арену кусь равно З. Кстати, а у меня Геншин нет ключа, Азависимый интересно. говорит, я тоже Шиланин буду крутить. Ариану Окр говорит, смайл, улыбка. Я, кстати, это, наверное, будет единственный баннер, который я пропущу. Нету. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Так, нам куда-то вот сюда. А где? Ну вот. Тихо, тихо. Да, возьми, меня сейчас убьет. Натали Фелови говорит, у меня Шиланин есть. Буду с 2 ей забирать. Классно. О, я впервые выхожу в такое место без защитного снаряжения. Но мы добрались сюда, и это уже хорошо. На самом деле просто замечательно. Практически за рамки моих ожиданий. А они у тебя точно не слишком низкие?
Все мои ожидания базировались исключительно на состоянии нашего доброго импровизированного друга. По моим оценкам, этот сколоченный на коленке парень должен был нас на полпути подвести. А после этого я должен был потерять сознание из-за энергии татаригами, попасть под их влияние или до смерти испугаться. В любом случае, в правом кармане брюк у меня есть листок бумаги. Если ты будешь следовать тому, что там написано, то сможешь вынести меня наружу, где будет безопасно. Подожди, я уже говорил тебе про этот листок? Совсем нет. Ох, ну да, что ж, ладно, но зато теперь ты про него знаешь. Хорошо, я проверю устройство еще раз, и мы сможем продолжить. Сове начинает осматривать устройство. Ах, ты меня напугала. Что произошло? Похоже, сейчас нам не хватает 1, 2, 3 компонента. Они не ключевые, так что устройство до сих пор работает. Но если мы захотим продолжить, нам придется найти способ их вернуть. Эти компоненты можно найти по пути, которым мы прошли сюда. Пожалуйста, поищи их, я буду ждать. Ты останешься здесь? Само собой, это место явно бурлит от энергии, татригами, и тут рыщат фатуи, не самое приятное место для людей вроде меня. Так что я полагаюсь на тебя, буду ждать тебя здесь. Так тебя тут убьют, дурак. Ну ладно. И его сейчас по-любому замочат. По-любому прям. Так, раз. Ай-яй-яй-яй-яй, 2. Это ловушка. Это ловушка. Лосось, привет, спасибо. Все, ему капец. Его заберут, он потеряет сознание, он умрет. Что с ним будет? Ну, по-любому же. Нет, стоит. А ты что, выжил? Давай. А, это ты. Тебе удалось найти все компоненты, да? Деталь, которая выпала из устройства очищения. Отлично прикрутил, молодчик. Браво! Подходи скорее, я все немедленно отремонтирую. Посмотрим. Так, это сюда. Цеви начинает ремонт. Этого должно хватить. Продолжим двигаться. Впереди есть одно место, которое идеально подходит для нашего окончательного испытания. Окончательного испытания – это ключевой шаг и в то же время момент наивысшей гордости нашей команды. Любой продукт должен пройти окончательную фазу испытаний, прежде чем будет выпущен на рынок. Я имею в виду, что эти компоненты уже отвалились. Если мы не проверим устройство снова, мне будет не по себе. Ладно, продолжим. Давай. И чё, куда теперь? Я где? Ну ладно, можно я попью? Подожди. Вниз. Вниз это не страшно. К звездам и к безднам, как говорится. Сейчас идем к безднам. Подожди, это же уже то место, не? Куда мы хотели попасть. Чай или кофейком? А пописяка? А, на этот раз все держится. Все хорошо. Кажется, держится. Вот где мы проведем наше окончательное испытание? Именно. Это самое подходящее место. Давай включим наше очистительное устройство на полную мощность прямо здесь. Однако должен предупредить, что на полной мощности устройство может... У меня на улице кто-то кричит. Работать несколько громко. Мне кажется, это может вызвать негодование у наших фатуйских друзей, собравшихся вокруг горной Микаго. Ты понимаешь, о чем я? У меня прям кто-то кричит за окном. Я разберусь с этим. Именно. Прекрасное разделение труда. А теперь позволь мне приступить. Да начнется же окончательное испытание. Ну давай. А меня не будет шарашить молниями? Пацаны. Я пришел защитить. Куда? Ты чё дурной делаешь?
Это фату, у этих парней нет. Когда-нибудь назовем по своей строгости закона. А до тех пор я оставляю их вам. Ты такой добрый. Так, никто не бьет? Никто не бьет. Ой, меня там девчонки защищают. Всем здрасте. Аня Мика говорит, дед всем палок навтыкал. Спасибо, спасите, точнее. Спасибо. А ты чё, ты босс или кто ты? Исого. Эти безумные разбойники! Судить их, судить! Где ты прятался все это время? В самом безопасном месте. Ну давай же вернемся к теме. Согласно данным, которые только что собрал маячок в моей руке, энергетические индексы в этой зоне резко упали. Если судить по текущему состоянию устройства и его работе, я бы сказал, что испытание оно прошло. Теперь мы можем взяться за дело по-настоящему. Давай отправимся туда, где начинается настоящая работа. Пора с этим покончить. Это что, реально конец? Конец квеста? Такое бывает? О, здрасте. Мы прям центр идем. И теперь здесь молнии шарашить не будут, серьезно? Говорит, берете 2, платите за 3, смайл, улыбка с подмигиванием. Так вот это место. Та часть горной Микаго, в которой хранится ядро, находится прямо над нами. И мои данные показывают, что здесь самая высокая концентрация татригами. Если мы сделаем, что планировали в этой зоне, системы горной Микаго смогут перезапуститься, и снова все вернется к норме. Наконец-то мы добрались до этой стадии. Должен признать, мне бы очень понравилось снимать фильм о наших действиях на твой фотоаппарат. Жалко, что у тебя не получилось. Ничего страшного, я найду людей, которые смогут восстановить произошедшие события здесь. Я назову этот фильм... Я слышал, что инозумцы часто называют свои истории «Сказания туда и оттуда-то». Поэтому отличным названием было бы «Сказание из Татары». Браво, да, сказание из Татары. Пусть так и будет. Ну хорошо, все прошло, как мы и планировали, путешественница. Я разделаюсь с Фатуей, а я займусь городом Микаго. Ха-ха, этот обмен фразами наверняка войдет в фильм и станет знаменитым. Что ж, запускай устройство, когда будешь готова. Давай напишем для сказаний из Татары шикарную концовку, они ее заслуживают. Давай. Поехали. Так. Тихо. Мне придется подождать. У меня... Фату, у тебя нет шанса. Вы путешественница на помощь. Где ты? Кто ты? Кто? Где Ксавье бьют или что? Я хотел про женщину в башне что-то написать. Что происходит? Не бей. Не бей, Горн, серьезно. Лови. Лови, собака. Аня Мика говорит, Арен, загрызут. Кто? Где? Не бей их! Они что, бьют? Они бьют, но не наносят дебаг. Эскавизор говорит, а тут я сгорел из-за того, что у меня были слабые персы, когда я проходил это задание Face with Tears of Joy. Да. Календарь говорит, у меня уже полгода в этом месте. Привет. Спасибо. Спасибо. Говорит, Тенра уже получил этот джунгли. Аня Мика говорит, твои атаки не влияют. Все, это главное. А то бы я сейчас навтыкал бы и Ксавье, и этому Горну. Раика говорит, я, кстати, специально сегодня написала брату, что буду завтра в школе, чтобы себя чуть-чуть прикрыть. Арен Окр говорит, я хотел написать про монашку Фатуи, гидродева. Эскавизор говорит, есть. Давай бей их. Да туда их. Пожалуйста.
Пусть все будет хорошо. О, блестяшки. Окей. Так, ну что? Кто? Ксавье, ты жив? С этим наконец-то покончено. Горн Микаго продолжает работу. Давай поднимемся наверх и посмотрим, что там происходит. Давай. Ты меня телепортируешь? Скажи, пожалуйста. Ага. Какой хитренький. Ладно. Что за задание проходишь? Это задание Татрасуны, Татригами, где с Ксавье нужно усмирить вот этот Горн Микаго, который хотели отжать Фатуи. Зайка, привет. Звучит как-то немножко странно. Вот и все, конец квеста, поздравляю. О, это хорошо. Вообще не понравился квест. Вот совсем. Его растянули, он неинтересный, растянутый такой, да. Почти все стало... Порчи уже стало заметно меньше. Похоже, Горн Микаго снова в деле. Если Фатуи захотят наложить свои лапы на энергию Татригами, единственный способ сделать это сейчас. Спасибо за подарочек. Выпалить по Горну Микаго из пушек, что стоят снаружи. Но поскольку это равносильно военным действиям, я сомневаюсь, что они пойдут на это, пусть даже они полностью лишатся рассудка. Будем на это надеяться. Несмотря на это, Горн Микаго пока в безопасности, и в ближайшее время ни мы, ни этот остров и его сокровищница не будут взорваны. Я буду ждать выхода сказаний Татары. Я в точности восстановлю твой образ в своем фильме. Вероятно, сначала мне придется отточить мастерство и снять несколько коротких фильмов. Но это, конечно же, произойдет еще не скоро. Тот солдафон по имени Тараносуке пообещал мне соответствующее вознаграждение за выполнение этого задания. Поэтому давай-ка вернемся в лагерь и заберем это соответствующее вознаграждение у нашего армейского друга. Давай заберем. Отожмем, я бы сказал. Серьезно, все, реально электричества нету. Наконец-то здесь можно будет походить. Окей. Пойдемте заберем и пойдем читать лор. Так, кто мы, где мы? Горн Микаго снова работает. А ты уже в курсе? Мне уже доложили об этом, что вы сделали... о том, что вы сделали с Горном. Почему же ты не помог нам? Я не могу предпринимать каких-либо действий без приказа господина Хамбея. Ладно. Полагаю, что вашему другу тоже пришлось непросто из-за наших действий. Ведь у него есть начальство, которое больше всего в жизни ценит скрупулезность процесса. Кроме того, я подозреваю, что наши предыдущие действия не встречали никаких препятствий исключительно благодаря помощи этого господина Хамбея. И, конечно же, нельзя сказать, что этот солдат никак нам не помог. В конце концов, все эти двери... Спасибо за помощь, господин Ксавье. Честно говоря, большую часть работы выполнила путешественница. Если бы не она, вряд ли бы я смог сделать хоть что-то. Правда? Спасибо, путешественница. Я прошу прощения за мое прежнее отношение к вам. Спасибо за подарочек. Еще раз спасибо за защиту этих краев. Не за что. Я просто делал то, что должна. Не надо скромничать. Если бы не ты, я бы просто торчал снаружи, безучастно наблюдая, как развиваются события. Но у меня уже есть к тебе вопрос, господин вояка. Помнится, ты мне как-то говорил, что твой крайне скрупулезный начальник должен был вернуться в город, чтобы передать очень сложные документы. Полагаю, речь шла о каком-то ужасно мрачном испытании. Но сейчас Горн Микаго снова заработал, и мне интересно, а где же он? Чем же занят господин Хамбей? Недавно ко мне за подробным отчетом обратился представитель нашего руководства, человек по имени Генджиро Микоши. Выслушав мой отчет, господин Генджиро очень заинтересовался этим делом. А потом он сказал, что наше обещание
наше общее командование также считает рабочую этику господина Хамбэя в высшей степени достойной похвалы. Господина Хамбэя было решено назначить на должность атташе в Сумеру. Атташе. Я слышал, что он остается там надолго и будет обеспечивать функционирование жизненно важного канала поставки грибов между Инадзумой и Сумеру. Действительно важный пост. Крайне. Господин Хамбэй идеально подходит для этой должности. Господин Хамбэй в данный момент ожидает соответствующих распоряжений в городе и отправится в дорогу в ближайшее время. Ах, это же прекрасно! Как ему повезло! Но как же после отбытия в столь благородного джентльмена мы сможем заполнить пустоту, которая осталась на его месте? Какой тролль. Я порекомендовал несколько человек на этот пост. Начальник решил, что теперь за обслуживание горной Микаго будет отвечать мастер Юске. Тогда я спокоен. Все равно, давай больше не будем об этом. А теперь, господин вояка, прошу вас передать и мою долю вознаграждения и... Что? Господин вояка, прошу вас передать и мою долю вознаграждения этой путешественнице. В любом случае, спасибо тебе, путешественница. Пожалуйста, возьми. Этот чертеж я приобрел у одного мастера. Я собирался перенести этот чертеж домой в качестве сувенира. Но, как оказалось, вернуться я пока не могу, и мне придется остаться пока в Инадзуме. Поэтому я подарю его тебе. Благодарю. Не стоит благодарности. Ты очень помогла мне. Когда работа над сказаниями из Татары будет окончена, мне хотелось бы, чтобы ты увидела его первой. А еще у меня будет другая маленькая просьба. Какая? Сказание из Татары. Какая? Поговори со мной. Ну вот, пес. Ушел пес. Так, ладно. Что нам дали? Нам дали мелкая мебель, стулья. Подробная схема изготовления предмета декора. Скамейка из Юймиру. После изготовления чертежа... Ну, это понятно. Окей. Окей. Так, ладно. Погнали. Пойдем сейчас к главному редактору. Потому что, как... Теперь все зависит от приближения комнаты. Так, ой, началось. Так, у меня завалы по работе. В жизни Геншин теперь на фоне. Только дейлики и смола, и то не каждый день. Кристен, надеюсь, у тебя скоро все наладится. Ура, сказки от Тенри. Да. Ну что? Не кричи. Ой, я к нему подошел. Подожди, спасибо, я пока осмотрюсь. Так вот, мы нажимаем вот сюда. Достижение. Сказание с Татары. Разрешите ситуацию с городом Микаго. Наконец-то. Бесит. Вообще не понравился квест. Отвратительный. Еще и долгий, необоснованно. А еще, дамы и господа, которые сейчас находятся на стримчике, скажите, есть ли среди вас кто-то из этих людей? Если есть... Татары. А я как сказал? Татары в смысле? Татары? Из Татары? Не татары. Татары. Ну да, логично звучит правильно. Да. Тартар. Кто есть здесь? Рома, а ты же уже не первый раз. Почему тебя здесь нет? Или ты у меня уже в друзьях? Так, если здесь никого нет, тогда я все отклоняю. Давайте, 3-2 раз. Я там есть, ну, отстань. Все тогда. Нету. Ну, Рома, если хочешь, добавляйся. Так как ты уже не первый стрим сидишь, добавляйся, я добавлю. А меня уже нет. А меня уже есть ВДР. Да. Так, ладно. Переходим к чтению. Ну что, дамы и господа, начинается самое... Для кого-то интересное, для кого-то страшное для ушей. Но, тем не менее, начинается часть, где мы читаем лор. Здесь больше экшена не будет.
Кстати, нам же нужно поменять layout. Вот так. Ой-ой-ой, я все сломал, да. Секундочку. Секундочку, чат, не паникуйте. Да, я все сломал. Так, ладно. Куда зайти? Чат. Вот. Вот так. Сейчас я кое-что настрою, и я вернусь. Вот так вот чпок-чпок, чуть-чуть, и все будет хорошо. Так, все, я здесь. Теперь здесь хопаначо. Хопаначо, как вы внезапно стали на весь экран. Мяв-мяв. Теперь ее иди верно. Так, она... Запомнить можно? Не понял. Все, погнали. Я сейчас сяду поудобнее. Ну что? Погнали. «Жемчужная нить» — это полная книга, у нее 5 томов, и мы ее не читали. Ну, судя по тому, что вот здесь... Все, я понял. Я вот это читать не буду. Это какая-то проза, и я ее не вывезу. Поэтому уж извините, вот это я читать не смогу. Давайте вот. «Видение таинственной Инадзумы». 2 тома как раз. «Видение таинственной Инадзумы». Том 1. Таинственная дева Гэмбо. В давнюю пору жил на свете самурай по имени Такихико. Люди высоко ценили утонченного элегантного юноша, ибо он равно владел и кистью, и мечом. Однажды... что происходит? Давай параллелки? Нет. Однажды, навещая больного командира привратной стражи по имени Эмон Ноками, Такахико познакомился с его единственной дочерью, молодой девушкой, которую звали Сайохиме. Кстати, Химе — это принцесса. Юная Сайохиме поразила Такихико своей красотой. Каждая ее улыбка, каждый жест дышал нежностью и природной утонченностью. То была любовь с первого взгляда. Втайне от отца Сайохиме молодые люди дали друг другу клятву пожениться, как только достигнут положенного возраста. Время летело незаметно, но вскоре мятежники погрузили страну в хаос. Выполняя приказ Сиганата, Такихико собрался на войну сражаться с повстанцами. Узнав об этом, Сайохиме отыскала его и сказала, заливая слезами: «Скоро вы уйдете на войну, и неизвестно, когда вы вернетесь. Война полна опасностей, и я буду обречена ждать вас в одиночестве. Если вы любите меня, останьтесь рядом и окажите мне честь стать вашей невестой. Я не ищу славы, почести или богатства. Я хочу лишь прожить рядом с вами счастливую жизнь». Договорив, Сайохиме сочинила краткое стихотворение, которое можно перевести так: «До чего горька разлука, до чего глубоки страдания, рукава мои насквозь промокли от слез. Моя жизнь моя, что роса поутру, ради вас я исчезну, будто пылинка в зеркале». Это Хоку какой-то. Но слова ее не убедили Такихико. Он сказал так: «Не горюй, моя возлюбленная, мы расстаемся на время, но сердце мое будет с вами до скончания веков. Если выпала судьба жить в опасное время, не должно стоять в стороне, пока остальные прославляют себя ратными подвигами. Я вернусь с победой, женюсь на вас, и больше мы никогда не расстанемся». Договорив, Такихико подарил Сайохиме изысканное ручное зеркало, как залог будущей свадьбы, и сочинил несколько строк в пару к ее стиху. Перевести их можно так: «Не знаю,
когда мы встретимся снова, но клятва моя вечна. Дорога к тебе далека, но звездный свет соединит любящие сердца. Так возлюбленные разлучились. Минуло несколько месяцев, и по городу поползли слухи о том, что армия Сигуната проигрывает и несет огромные потери. Услышав тяжелые вести, Саюхиме слегла и вскоре умерла от горя. Вернувшись с войны героем, Такихико узнал о трагической смерти своей возлюбленной. Безутешный юноша каждый день возжигал любимые благовония и подносил ей свежие фрукты. Быть может, всему виной сильная тоска, но даже после погребения душа Саюхиме не обрела покоя. Оскверненная бездной, она вернулась в мир смертных демонов и навестила Такихико среди ночи. Она сохранила юную красоту, но лишилась жизненной силы. От нежных рук, что некогда касались ее щек Такихико, остались лишь почерневшие кости. Такихико был самураем, но при виде страшного призрака в ужасе вскочил с постели и бросился прочь. Он прибежал на берег реки и стал умолять лодочника спасти ему жизнь, переправить его на другой берег. Когда Саюхиме оказалась на берегу, лодки там уже не было. Она прыгнула в реку, обратив свои ноги в плавники и пустилась в погоню. Добежав до горы Йогу, Такихико воспользовался магией, которой научился у Бакидануки, и спрятался в камне. Камень на горе Йогу. Камней на горе Йогу было как звезд в ночном небе. А может, можно найти этот камень? Это было бы очень круто, если можно было бы найти этот камень. Я потерялся. Камней на горе Йогу было как звезд в ночном небе. Саюхиме не могла найти его, как ни старалась. В отчаянии Саюхиме уронила ручное зеркальце, которое Такихико подарил ей, уходя на войну. Зеркальце разбилось о землю, и в его осколках отразился камень, где прятался Такихико. Саюхиме плакала, прижимая камень к груди, изливала Такихико свою тоску. Она умоляла любимого вспомнить клятву, которую он ей дал, но Такихико был не в силах оправиться от страха. Саюхиме ничего не могла поделать, но мысль о новой разлуке с любимой была невыносима, и она превратилась в огненный шар, который сжег дотла и Такихико, и ее саму. Закончив рассказ, моя подруга с большим интересом спросила, что о нем думаю я. С точки зрения фонтейнцев, был мой ответ весьма сомнительно, что Такихико в самом деле любил Саюхиме. В наших операх возлюбленных не может разлучить даже смерть. Если один умирает, другой уходит за ним в мир мертвых. Этот сюжет прослеживается и в клятве Дреста и Ацильтии, и схватки Танкерада с Кариклеей, господи, что за имена, и в прощании Капелиуса и Капелии. Если не ошибаюсь, в одном из наших классических романов дано следующее определение любви. Даже если у меня отнимут всю плоть, кости и внутренности, твою постель согреют останки моего костного мозга. Романтик. Такихико клялся Саюхиме вечной любви, пусть даже любимая оказалась отравлена бездной. Он должен был присоединиться к ней в загробной жизни. Такихико был инадзумским самураем, а они лучше нас с вами знают цену клятвам. Да, вы правы. В Инадзуме многие люди считают, что Такихико струсил и предал свою возлюбленную, но вовсе не потому, что он не смог ответить на чувства Саюхиме. Увидев демона из бездны, он обратился в бегство и спрятался в камне, даже не подумав избавить любимую от страданий. В конце концов, его выдало то самое зеркало, которое он подарил Саюхиме, и Такихико сгорел дотла. «Я полагаю, это карма», — сказала моя подруга, подливая себе чай. Говорят, история эта вдохновлена романом из Лиюэ. Самый главный герой
Там главный герой не предал свою возлюбленную, но они долгое время не могли увидеться из-за вмешательства злых сил, которые превратили девушку в чудовище и заточили ее под камнем. Да, история изменилась до неузнаваемости, но мне интереснее, что бы вы сделали, оказавшись в похожих обстоятельствах. Предположим, что бездна превратила меня в монстра, а я пришла к вам и стала умолять рассказывать мне истории дальше. Если после превращения в монстра вы первым делом думаете о том, как бы найти меня, чтобы услышать новую историю, значит, с вами все в порядке. По крайней мере, с вами сладить будет труднее, чем с Авихими. Словом, госпожа Уса, чай у меня закончился. Не могли бы вы налить еще чашечку? Когда она пришла выпить чаю, а он не понял, что она хотела не чаю. Юмей Кубаку. Давным-давно неподалеку... том 2. Юмей Кубаку. Давным-давно неподалеку от деревни Кондо жили старик со старухой. Судьба их не баловала. Но они были добры и сердечны, и все соседи их уважали. Однажды, в снежную зимнюю пору, старик отправился в горы за хворостом и увидел в лесу маленького пухлого зверька, угодившего в охотничий капкан. Зверек никак не мог выбраться из капкана, только тихонько скулил, и невозможно было смотреть на него без жалости. «Бедный кабанчик», — подумал старик, и сердце его защемило. «Такой малыш, и в ловушке, мясо-то в нем, что проку охотнику от детеныша? Только попусту жизнь отнимает. Давай лучше я тебя освобожу». Старик отложил свой топор и взялся за веревки, опутавшие ноги кабанчика. Зверек радостно захрюкал, несколько раз обежал вокруг старика и скрылся в лесной чаще. Нарубив хворосту, старик вернулся домой и рассказал жене, что видел в лесу. Старуха тоже обрадовалась. «Ты сделал хорошее дело. Когда кабанчик подрастет, мяса на нем будет больше». Той ночью старики почти заснули, когда в дверь кто-то постучал, а затем они услышали нежный девичий голос. «Это принцесса Кабан была? Простите, есть кто-нибудь?» «Что путник делает на улице в такую метель?» Старуха открыла дверь и увидела на пороге девушку, лет 17. Она стояла на ветру, ежась от холода. Девушка была пригожая, и даже простенькое платье не могло скрыть ее красоты. Что? Простенькое платье, да, не могло скрыть ее красоты. Она была подобна небожительнице из легенд Лиюэ. Сердце старухи пронзила жалость. Она вскликнула: «Ох, такая метель! И тут до смерти замерзнуть недолго. Заходите, погрейтесь у очага. Не знаю, кто вы, откуда, но что вас привело сюда в столь поздний час?» «Простите, что потревожил ваш покой. Мои родители погибли, следуя воле отца. Я отправилась разыскивать его друга, чтобы он взял меня под свою защиту. Но не началась метель, и я заблудилась. Не могли бы вы приютить меня на одну ночь? Я лягу на полу в коридоре или в кладовке». Дослушав ее историю, старики пожалели бедную девушку, накормили ее ужином и приготовили постель. Наверное, причиной тому было доброе дело, которое они сделали, но всю ночь старику и старухе снилось только счастливые сны. В следующие дни метель не утихала, и старики разрешили девушке остаться у них подольше. Девушка оказалась трудолюбивой и работящей, она окружила стариков заботой, и они не могли на нее нарадоваться. Однажды девушка вдруг сказала: «Я уже говорила, перед смертью родители сказали мне искать защиты у друга отца, но я никогда с ним не встречалась и не знаю, что он за человек, согласится ли он взять на себя такую обузу. Вы так заботитесь обо мне, что я даже не представляю, как вас отблагодарить. Если хотите, удочерите меня, и я навсегда останусь с вами. Пусть я обычная девушка, но я буду любить вас и служить вам, как умею».
Услышав ее слова, старики не могли найти себе места от радости. Детей у них не было, а теперь на старости лет появилась такая умная и заботливая дочка. Чего еще желать? Старики приняли девушку как родную, и она старицей, что отплатила им? Старицей, и она старицей отплатила им за доброту, преданно заботясь о них. Ой, блин, у меня окно открыто. Если вы слышите окно и вам громко, пожалуйста, скажите мне, я закрою. Заботились о них и на людях, и дома. Не слышно, окей. Вроде не слышно, хорошо. Шли дни, и однажды утром старики увидели, что девушка испекла печенье. Какого они никогда раньше не пробовали. Выглядело печенье очень вкусным. Девушка поднесла его старикам и сказала: «Пока вы спали, я испекла печенье по нашему семейному рецепту. Прошу, отнесите его на рынок и продайте. Люди обязательно его полюбят». Как и сказала девушка, ее печенья пришлись по вкусу богатым купцам, и старики принесли домой хорошую выручку. С того дня девушка каждое утро готовила печенье, а старик продавал его на рынке, и в дом стариков потекло богатство. Старики не могли взять в толк, как у их дочки получается такое вкусное печенье, ведь мука в доме самая обычная. Не в силах унять любопытство, однажды ночью, когда девушка снова взялась готовить печенье, они решили подсмотреть щелку, что она делает, но дочери было нигде не видно. Вместо ее на кухне стоял пухленький зверек. Серьезно! Вздернутым пятачком и подхватывал парящие в воздухе сны и превращал их в печенье. Старики перепугались. Зверек, почуяв неладное, снова превратился в прекрасную девушку. Она упала перед стариками на колени и сказала: «Простите, я не хотела вас пугать, мои благодетели. Вы увидели мой истинный облик. Раз так, я не буду больше хранить свою тайну. На самом деле я Баку, которого батюшка спас из капкана много дней назад. Чтобы отплатить вам за доброту, я приняла облик юной девушки и разыскала вас. Я превращала ваши дурные сны в ароматные печенья, чтобы вы могли выручить за него хорошую цену». «Ух, значит, ты и есть тот самый кабанчик!» — вскрикнул старик. «Во-первых, я не кабанчик, а Баку, точнее, зверь Мо из Льюэ, больше напоминающий тапира. Во-вторых, вы видели мой истинный облик, но если новость обо мне разойдется по городу, моя хозяйка, та, что владеет всеми прекрасными снами и кошмарами, не простит мне такой проступок, и вас тоже могут наказать. Вы заботились обо мне все эти дни. Простите, что заставляю вас волноваться, но знайте, что я всей душой хотела стать вашей дочерью. Знать только в этой жизни моему... Что? Знать только в этой жизни моему желанию не сбыться. Батюшка, матушка, пришла нам пора прощаться». «Баку? Зверь Мо? Никогда мы о таком не слыхали. Будь ты кабанчик или девушка, мы все равно твои родители». «Я всей души благодарна вам за добрые слова, но если весть о том, что среди людей поселился Баку, разойдется по округе, случится большая беда, и я не кабанчик, а Баку». «Ай, какая разница? Если ты сама не скажешь, откуда люди узнают, что у нас живет какой-то там Баку? Да и потом, никто из соседей не станет удивляться, если узнает, что мы приручили лесного кабана». «Вы верно говорите, но помните, я не лесной кабан, а Баку». Они чисто ее булят, серьезно. Ну я изменил. О, я тебя разбаню теперь. Давай, я убираю с тебя мут. Подожди, а почему с тебя мут не убирается? А, вот все. Лайл. Правильно? Лайл. Поздравляю, ты молодец и умничка, что поменял ник. Одобряю, молодец. Они ее прям булят, прям. Ну молодцы, хэппи-энд получается. Это законченная книга, больше у нее страниц нет.
Ее задевает название кабанчика. Ну да, ну и непонятно, старики прям булят его. А что был за ник? У него был плохой ник. Так, меланхолия веры. Твою же шметь, 10 томов. Ну что, давайте выпьем и пойдем. Погнали. Меланхолия веры, том 1. Бесконечные дни в бесконечных мирах. Иногда, я думаю, нечего делать в этой деревне. Было бы глупо прожить тут всю свою жизнь. Уже не в первый раз обычная девушка Вера, выросшая в маленькой деревушке под названием Дельфы, хмуро сетовала на скучную жизнь. Она лежала на склоне холма рядом с деревней, с закрытыми глазами, наслаждаясь легким летним ветерком. «Где же в этом мире, по-твоему, не скучная жизнь?» — с любопытством спросил ее друг Сати. Вера поднялась и наклонилась вперед. «Я верю, что по ту сторону Звездного моря есть планета, на которой живут древние архонты. Они отвечают на молитвы людей, и все люди, ведомые своими сокровенными желаниями, отправляются в путешествие, чтобы попасть туда. Я верю, что в нашей вселенной есть мир, который пытается противостоять судному дню. Там благородные и элегантные души... 14 валькирий горят ярко, хотя бы на краткий, но великолепный миг. Это что, я не понял. Это типа ее фантазия, это весь Тайват? По-моему, ты читаешь слишком много фантастики. Но ведь моя деревня и вправду скучная. Неужели здесь не может произойти ничего интересного? Кстати, ты знала, что в нашу деревню переехала новая семья? Интересная и новое. Это не одно и то же. Сказав это, Вера все же решила навестить новоприбывшую семью. Сати же помнил правила своей семьи и просто пошел домой ужинать. Вера легко толкнула дверь дома. К ее большому удивлению, она оказалась не заперта. «Есть кто дома?» В этот момент внезапно открылись дверцы шкафчика в гостиной, из которого выскочил черноволосый мальчик в очках. А за ним потянулось щупальце, сочащееся синей слизью. «Пустите дорогу! Тал, зачем ты впустил посторонних?» Мальчик вежливо оттолкнул Веру. Как можно вежливо оттолкнуть Веру в сторону и поднял топор у двери. Ты не оставила мне выбора. После того, как ты увидела я могу только... Самая большая опасность для жизни Веры? Что-то не очень понятно пока. Том 2. Тентакли пошли. Тентакли одобряем, это да. Том 2. Мой задний двор немного больше, чем вся вселенная. Неплохо. Все, что я могу сейчас сделать, это попросить вас помочь мне. Черноволосый мальчик, назвавшийся Ике, сунул Вере в руку кухонный нож. Он вернулся к шкафчику и принялся яростно рубить щупальца. «Помоги мне закрыть дверь! Если щупальца начнут атаковать тебя, защищайся этим кухонным ножом!» Очки Ики были покрыты синей слизью. «Скорее! Мы не можем позволить этому злому архонту дойти до Дельфы!» «Что?» «Пройти в Дельфы, простите». Услышав его слова, Вера бросилась помогать. «Спасибо, Санечка, привет!» Вера бросилась помогать Ике закрывать дверь. Пока они раздвигали щупальца... О май. Вера нечаянно дважды ударила Ике ножом в спину. Что? Ты что? Она что, гонит, что ли? Как можно нечаянно 2 раза ножом в спину ударить? К счастью, его лечащие заклинания не дали ему этого заметить. Дело вот в чем. На самом деле, мне уже больше 1000 лет, а эта дверь ведет в любое место во вселенной. Тот монстр, древнее создание из большого Магелланового облака. Я недавно был там по одному делу. Ике был с головы до пят покрыт слизью. Он протер очки,
подолом юбки Веры. И продолжим. У тебя, наверное, есть вопросы? А кто такой Тал? Решила спросить Вера. Злой дух, обитавший в пожирающем людей замке. Он служил мне дворецким с тех пор, как я усмирил его. Весьма странно, но что он вас не съел. Родители Веры всегда учили ее, что людям суждено строить семьи, а далекие миры так и останутся детскими мечтами. Ее друг Сати однажды сказал ей, что если такая веселая девушка, как она, выйдет замуж за кого-нибудь в далеких краях, то вся эта деревня станет невыносимо одинокой. Просто потому, что Сати выглядел слишком хрупким, чтобы играть с грубыми мальчиками. Человеческая душа ужасно незрелая. Мне придется провести вас обеих через чудеса вашего детства. Ики протянул руки Вере, приглашая ее с собой. Ты будешь петь во время своего путешествия и в конце концов достигнешь юности. От рукава Ориона до вечного города демонов, от покоев времени до глубин звездного моря. Тебе интересно знать, как далеко находятся эти далекие миры? Любое место во Вселенной так же скучно, как и мой задний двор, сказал он. Размеры далеких миров... Размеры дальних миров следует за сердцем мечтающего, продолжил Ики. Таким образом, мое сердце намного больше, чем вся Вселенная. Том 3. Человек, укравший одинокую звезду. Я вторая закончившая наследница императрии Андромеда. И у моего имени есть более 200 титулов, но ты будешь называть меня принцесса Андро Василиска. Окей. Затем очаровательная девушка скрестила руки на груди, повторяя свое приветствие, и издала 2 легких смешка в знак удовлетворения. Единственной целью присутствия Ее Величества в Дельфах было выйти замуж за Ике. Если ты, завоевавший четверть вселенной, женишься на мне, то моя безопасность будет гарантирована после того, как моя сестра унаследует трон. А насколько велика империя Андромеда? Спросила Вера. Если я правильно помню, то в ней примерно 9000 обитаемых планет. У тебя во владении неисчислимое количество звезд. Зачем тогда тебе красть мое сияние? Значит, ты не причиняешь вред Вере? Сати осторожно спросил у Ики, который нес древние свитки и глобусы других планет. Конечно, нет. Я думаю, что из нее получился бы отличный помощник. Разложив все на столе, он хлопнул в ладоши. Она тебе нравится? Мне? Нет, вовсе нет. Она мне совсем не нравится. Сати отвел взгляд, опасаясь, что старый мудрец может разгадать его истинные чувства. Затем он коснулся коробки, полной рамок с фотографиями. Он схватил несколько наугад, и на каждой фотографии была изображена отдельная красотка. Это все они говорили, что отдали мне свою единственную настоящую любовь. Но так ли это? На самом деле, я был всего лишь одним из многочисленных любовников. Сати не знал, как и где ранее услышал эту фразу, но она вырвалась у него сама собой. «У тебя во владении неисчислимое количество звезд. Зачем тогда тебе красть мое сияние?» Том 4. Все сверкающие. Все люди на этих фотографиях такие красивые. Вера открыла ящик Ики, забитый фотографиями. Если человек некрасивый, то и фотографию на память не сможет оставить. Для Ики не было запретных тем. В конце концов, он был космическим мудрецом, и ему было больше 1000 лет. Он, конечно, знал, что девочки легко обижаются, и тогда от них одни проблемы. Ладно. Просто немножко жизненность в глаз попала. Ики никогда не обманывал девочек. Будь как Ики, лишь увидев звезды, можно запечатлеть их форму в алмазе.
стал объяснять он. Но все эти сверкающие звезды никому не принадлежат, поэтому их невозможно украсть. Вера ничего не поняла. «Что ты говоришь? Я говорю дурочке, которая ничего не видела. Не обращай внимания, человечество просто еще слишком молодо». «Я сведу вас с Ики вместе!» — кричал Сати ее величеству принцессе Андромеды. «Что? Мне нравится Вера. Я не хочу». «Мне нравится Вера, я не хочу». «Отвратительно! Глупо... Глупо осквернил мой слух. Подлые твари должны молчать. Я принесла Веру Что? Я признала Веру своей подругой и не отдам ее такому слабаку, как ты. Ох!» Том 5. Пикник у дороги. Дом у дороги. Дом у дороги. Пока Ики спал, его слуги начали между собой кропотливую войну. Что кровопролитную войну? Будучи самым грозным волшебником своего времени, он командует божествами и демонами, число которых превосходит количество слов в словаре. Но кто же из его слуг все-таки сильнее? Боги и демоны решили выяснить это посредством сражения. К сожалению, они также ошибочно считали принцессу Сати и Веру за своих. Ики проспал всего 2 часа, но за это время уже было уничтожено 3 звезды. «С какой стати мне защищать тебя?» Принцесса одернула руку, и гигантский демон, лишивший глаз, рухнул на землю. Доминирующая раса империи Андромеды выглядит мило, но на ладонях растут 2 специальных рта, которыми они пожирают глазные яблоки побежденных врагов. «Разве мы не друзья?» Вера вытерла кровь с лица и, казалось, была задета ее словами. «Да, принцесса покраснела и отвела взгляд. Я признала тебя своим единственным другом за то, что случилось. Я не имела в виду тебя, Вера». «Эй!» — возмутился зажатый драконьими челюстями Сати. «Скажите, сдаетесь ли вы?» «Что?» «Скажите, сдаетесь ли вы?» — старческим голосом спросил гигантский дракон. «Сдавайтесь и признайте, что вы ничтожные жалкие крысы, и я оставлю вас живых». «Да, я сдаюсь я уже!» «Только отпусти меня!» — завопил Сати. «Ящерица твоей презренной породы должна знать, что не стоит бросаться такими глупостями. Гекконы в моем дворце запросто бы могли тебя раздавить». Принцесса покрутила запястьями. «Это не имеет ко мне никакого отношения». Дракон подкинул Сати в воздух. Битва между доминирующими расами Андромеды и древними гигантскими драконами закончилась в мгновение ока. Мораль? Ты не пострадаешь, если просто сдашься. Будучи выкинутым из игры, Сати разбудил Ики тапкой. Вера тоже выжила благодаря защите принцессы. «Идиот! Один твой вид вызывает отвращение. Не подходи ко мне, не разговаривай со мной, не смотри на меня, не дыши со мной одним воздухом, ничтожество!» Принцесса не могла. «Спасибо, Аки, привет, спасибо большое, прекрати». Спасибо большое за подарочек. Принцесса не могла быть более низкого мнения о Сати. Том 6. Можно я пересяду и попью? Посвятили много праздников. В последнее время постоянно случалось важные события вселенского масштаба, а сейчас назревало довольно обычное событие. Вот и моя очередь показать вам свою девушку. Вера поднесла Ики и принцессе домашние тушеные овощи. В их путешествиях по вселенной ей все объясняли Ики и принцесса. Если она и могла блеснуть своими знаниями о чем-то, то только в своей родной деревне. И вот первый посланник короля, храбрый рыцарь, Хоффман. Хоффман? Где я слышал это имя? Хоффман.
фильме в каком-то. Хоффман, нет? По пути на запад пересек 2 континента, переплыл моря и реки, а придворный мудрец, ведьма Востока госпожа Ряска, по пути на восток прошла через родные края, а потом проехала через темные земли. В конце концов, они встретились здесь. Ах, вот оно как. Поразительно. Ее величество принцесса искренне старалась скрыть то, что ей совсем не интересно, но ее актерское мастерство оставляло желать лучшего. То есть получается, что это место находится ровно на противоположной от столицы стороне планеты? Совсем не к месту, изъявил Ики. Если подумать, то получается так, сказала Вера, почесывая затылок. Я всегда говорила, что хочу отсюда уехать, а в итоге-то только здесь все знакомо. Внезапно осознав это в ночь перед деревенским праздником, Вера расплакалась прямо перед Сати. «Ах ты мерзавец! Все-таки заставил Веру плакать!» Бесцеремонно налетела на Сати принцесса и, исполнив прием, удар ногой по грыже в прыжке. Нормально. Том 7. Война в Звездном море. Так, давайте вот так сделать. В Звездном море. Вообще, заново зажечь звезду не так уж и сложно, но вряд ли империя Андромеды захочет стать свидетелем такого события, сказал Ики, охваченный ужасом Вере. Говоришь, принцесса похитила Сати? С некоторым удивлением сказала Вера, подумав. Не понял. Говоришь, принцесса похитила Сати? С некоторым удивлением сказала Вера, подумав. Не понимаю. Ну, допустим. Как ты до такого додумалась? Я сказал, что украсть принцессу или Веру могла только империя Андромеды. Ики повернулся к миллионам существ звездной системы. Выдержав паузу, он громко заговорил. «Народ Звездного моря! Я принял приглашение высочайшего правителя Лебанина, чтобы поддержать огонь многочисленных оставшихся звезд, но империя Андромеды, похоже, не заинтересована в установлении спокойствия. Поэтому они похитили моих друзей. Уж не ставишь ли ты их жизни этих людей выше жизней всех остальных? Высочайший правитель Лебанин, прошу прощения, поднялся с трона. Тогда для чего я объединил Звездное море? В итоге высочайший правитель единолично проник в логово врага поверх имперских наемников и спас принцессу и Сати. Потом они немного поговорили с Ики. Не думал, что ты сможешь одолеть имперских воинов. Их биологический вид крайне силен. Может, и священный дракон не противник для высшего правителя? С одобрением сказал Ики. Я и есть священный дракон. Наши с Лебанином, тела слились, и теперь я выполняю его волю. Слегка удивился Ики. Кстати, это на того парня положила глаз вторая принцесса. Когда я вошел, они... Что? Слегка поразился Ики. Что они делали? Делали что-то, признавайтесь. О девочках. Том 8. Так это не недоразумение. Я зашел, когда они собирались есть. Стал объясняться Сати. Ну да. Так это не есть. Ики поправил очки. У расы андромедян на ладони есть специальный орган, которым они поглощают глазные яблоки. Видел я, как минога. От этого слова Сати передернула. Ты меня послушай, Ики. Ики хотел почесать глаз, но вместо этого толкнул в линзу очков, оставил грязный след. Он снял их и стал тереть левый глаз. В традиции поедание глаз есть 2 смысла. Подчинение, он стал теперь правый глаз, и любовь.
Сати вслед за ним стал задумчиво тереть глаз. Похоже, он размышлял о том, что же из двух это было. На самом деле принцесса не видит разницы. Тот, кто ей поклоняется, когда она покорила, тот, или тот, кто ее любит. Для нее все одно. Мне так трудно читать этот текст, скорее бы он закончился. Все одно. Всего лишь человек, который не сможет навредить ей в борьбе за власть. Поэтому имперские наемники ее украли. Другие наследники решили одним выстрелом убить 2 зайцев. Я не хочу оказаться втянутым в борьбу наследников за трон, поэтому я просто посоветую тебе побольше ее поддерживать. Короче говоря, у нас с ней ничего такого не было. Не меня ли она ненавидит больше всего? А о чем вы разговаривали, девочки? Это навеки осталось тайной. Хоффман ходит по Манштату. Да, может быть. А мне сложно понять смысл. Тебе сложно понять смысл, наверное, из-за того, что я это читаю. Потому что, скорее всего, я не очень нормально это читаю. Вот. Но я стараюсь. Так, том 9. Так, давай вот так тыкнем. Смерть в волнах бездны. По мере того, как Вера и Сати становились старше, отношения 4 людей менялись необъяснимым образом. «Хватит оправдываться», — сказал Сати Ики. «Вера не перестанет преследовать тебя, даже если ты никогда не сможешь ответить ей взаимностью». Ики был символом далеких земель, метафорой неизвестной неизвестности и новизны. Гордая птица никогда не станет гнездиться, она вечно будет парить в свободных ветрах. Ики ответил ему советом. «Неважно, как ты считаешь сам, но в 1000 лет ты уже считаешься стариком. Значит, мы одного возраста». Весело вмешавшись в их разговор принцесса. Когда Сати наконец-то набрался смелости признаться в любви, его постигла уже ужаснейшая участь. Помните древний меч, который Ики с Верой получили от древних при первом знакомстве с ними? Он был необходим Ики для пробуждения его судьбы. Однако теперь палец Веры был перерезан его лезвием, и древнейшие инопланетные вирусы полностью высосали ее жизненные силы. «Это ты во всем виноват!» Сати схватил Ики за воротник. «Если бы не случилось трагедии, Ики, благодаря крайне доброй души, только ухмыльнулся бы. Однако на этот раз он оттолкнул руку Сати. «Разве ты не знаешь, как повернуть время вспять? Пожалуйста, спаси Веру!» Начала умолять даже принцесса. «Вы не понимаете, только будущее может спасти прошлое, а не наоборот». Ики прикусил губу до крови. Местные легенды говорят о Серебряном веке, когда люди наслаждались, казалось бы, бесконечным детством, длившимся до 200 лет. Это только сделало их короткую зрелость невыносимой болью. Для других их детство стало пережитком прошлого, но юность всегда оставалась в недосягаемости. Продолжение меланхолии веры следует, но уже без веры. Том 10. Меланхолия веры. Чтобы оживить веру, Сати, Ики и принцесса отправились в захватывающее путешествие, продлившееся целых 20 лет. Сражение с бароном Ада, победа над интергалактическим драконом, пожирающим звезды. Наши 3 героев даже спасли 2 галактики и галактическую империю, по пути истребив 4 вида безжалостных межзвездных червей. Наконец-то открыв свои глаза, Вера обнаружила себя в объятиях Сати, который к тому времени стал героем космических масштабов.
Для доминирующей расы галактики Андромеда 20 лет были не более чем секундами. Принцесса, как и раньше, выглядела прелестно, но ее лицо выражало искреннюю радость и грусть по потере, одновременно. Сати, потерявший глаз в своих приключениях, теперь был высоким и крепким мужчиной. Его скупые мужские слезы капали на плечи Веры, хотя он и остался склонен к слезам, но все же он сам уже не был таким слабовольным, как раньше. Годы были добры к Ике, но все же не так легко улыбаться. Он все же все так же легко улыбался, простите. «Я всего лишь эхо времени», — сказал Ики, приступив к приготовлениям. «Как я уже говорил, прошлое не может изменить будущее, потому что установленные вселенские правила равновесия несколько сильнее меня, но в будущем с его бесконечными возможностями может спасти мир». Ики превратил Сати в того, кем он был 20 лет назад, и время вернулось в день, когда они покинули свой дом. Все казалось... Что? Все казалось... оставалось неизменным между ними, но все понимали, что дни, которые они когда-то делили, никогда не вернутся. «Прости, что я лишил тебя детства», — сказал ему Ики. «Теперь иди, твоя заслуженная юность ждет тебя. Ради тебя я пережил все чудеса космоса, и вот так закончилось мое детство». Сати собрался с духом перед девушкой, предназначенной ему судьбой. «Я никогда не стану взрослым без тебя». Ну да. Каким же будет ответ? Сейчас автор серии живет беззаботной жизнью с гонораром от первых 9 томов. Если вам случится увидеть его в каком-нибудь из миров, пожалуйста, помогите нам выдавить из него продолжение. Не надо, пожалуйста. Не надо. Не понравилась «Меланхолия Веры». Очень разрозненная история, я так понимаю, она кусками была. И мне не зашло. О, Господи. 11 томов. Ладно, давайте. Том 1. «Лети, одуванчик, в дальние миры», — прошептал лисенок. Он дунул на цветок, и пух одуванчика взмыл в небо. После этого лисенок сказал серьезным тоном: «Так семена одуванчика донесут ваши желания до архонта ветра». Между нами пронесся поток ветра и поднял в воздух весь пух. Полетели ли они в лучшие миры, неся с собой мои мечты и надежды? Когда это случилось? Когда-то давно... За деревней рос небольшой лес. В нем пышно росло множество деревьев, и среди них было маленькое озеро. Оно было похоже на стеклянные окна Манштатского собора своей кристальной чистотой и отблеском солнца. Солнце просвечивало сквозь листву и оставляло на воде озера что-то похожее на осколки драгоценных камней. Вид озера завораживал меня. В лесу в тот день стояла прохлада. Я вышел к этому озеру после недолгой охоты с луком. Водная рябь по нему напоминала мне о девушке, которую я любил давным-давно. Я не мог вспомнить, как она выглядела, но ее глаза, должно быть, были похожи на воду, поблескивающую, словно осколки драгоценных камней. Глядя на таинственную мерцающую воду, я глубоко погрузился в свои мысли. Извините, по-всякому. Еще бы легкую музыку под фон. Так, музыка же играет, алло. Вы не слышите музыку?
Вы не слышите музыку, господи, ё-моё, вот это я напортачил, чат. Вот это я напортачил. Вы все это время не слышали музыку. Теперь вы ее слышите. Ё-моё. Вот бы вы раньше это сказали. Блин. Короче, я разделил тут кое-что, и звуки аудио у меня теперь идут отдельно. И в этой сцене я добыл... Может, чуток тише? Так она тихо сейчас играет. Так, плохой. Во-первых, что ты спамишь, а во-вторых, зачем ты спамишь своим ником? Мне тоже кажется нормально, она прям тихо играет. Ладно, давайте том 1. Примешь потом в ДМ? Да, конечно, конечно. Где я остановился? Ладно, давайте вот отсюда. Я не мог вспомнить, как она выглядела, но ее глаза, должно быть, были похожи на воду, поблескивающую, словно осколки драгоценных камней. Глядя на таинственную мерцающую воду, я глубоко погрузился в свои мысли и рассеянно прогуливался вдоль озера, абсолютно забыв, что я собирался охотиться. Я пришел в себя только когда услышал морозный треск. Оказывается, на берегу озера рос туманный цветок, и вода вокруг него покрылась льдом. Рядом с ним застыла снежно-белая лиса, и хвост ее примерз ко льду. Несчастное создание, наверное, не заметила цветок, пока пила, и опустила хвост в воду около туманного цветка. Туманный цветок – растение опасное. Если быть неаккуратным, можно легко получить обморожение, поэтому при сборе цветов нужно быть предельно осторожным. Увидев меня, лиса испуганно забилась в попытке убежать, но примерзший хвост не давал ей этого сделать, и с каждым рывком она тонко пищала от боли. «О нет, так не пойдет!» Я подумал, жалко лису, если я ее не освобожу, она все равно умрет от голода. Что? Если я ее не освобожу, она все равно умрет от голода, а так я хотя бы смогу принести ее домой вместо дичи. Ты злой! Я подумал, что будет прекрасно приготовить лисье мясо с домашней морковью. Мысль о тушеном мясе придала мне сил, и на душе стало хорошо. Тогда я достал охотничий лук и осторожно подошел. «Лисичка, лисичка, не дергайся». Том 2. «Лисичка, лисичка, не дергайся». Это то, чему отец моего отца научил и меня. Если произнести это, когда стреляешь в лесу, то рука на тетиве не дрогнет. Но когда я только-только хотел отпустить стрелу, лисица подняла голову, и наши взгляды пересеклись. Ее глаза были искрящимися и ясными, как озерная вода, и сверкали, как бриллианты. И тогда в душе моей будто пронеслась буря, все поплыло перед глазами, и спущенная стрела вместо лисы ударила в лед, удерживающий лисий хвост. Лисица вскинула хвост и бросила на меня мимолетный взгляд, прежде чем броситься в лес. Я пришел в себя и тут же бросился за ней вдогонку. Но разве человек может догнать лису? А лиса становилась все меньше и меньше, пока наконец не превратилась в далекое белое пятнышко. «Эй, эй, не убегай!» — закричал я, задыхаясь после бега. И только я крикнул, как белое пятно замедлилось. «Ты что, ждешь меня?» — подумал я. Если бы она хотела убежать, то уже давно бы сделала это. Лиса удивительное животное, пусть даже в долине ветров, которая прекрасно просматривается, лисы все равно умеют чудесным образом исчезнуть из виду. Как будто они убегают в другой мир. Подумав так, я пришел к выводу, эта лиса точно ждет меня.
Доверившись лисе, я долго-долго следовал за этим маленьким белым пятнышком. Пока я шел, поднялся ветер. Меня охватила дрожь. Я вздрогнул прямо. Что это? На месте одного пятнышка возникло 2, а потом их стало 3, 4, и с каждым порывом ветра лис становилось все больше. Наконец сосчитать их стало невозможно, и тогда эти пятнышки полетели мне в глаза, да так, что в них закололо. Я потер глаза и увидел, что все эти пятна семена одуванчиков, ищущие в воздухе. Мечущийся в воздухе, а самой лисой давно и след простыл. Мне осталось только посмеяться над собой и вернуться домой. На ужин я сделал рагу из лисьего мяса с тушеной морковью. Только без мяса. Я теперь не могу тушеную морковь без мяса. От нее еще больше хочется есть. Несмотря на голод, я пошел спать. Я проснулся посреди ночи от тихого шороха за дверью. Том 3. Вот это на самом деле история немножко поприличнее. Том 3. Итак, не поймав лису и скудно поужинав вареной морковью, которую ничуть не наелся, я отправился спать. И я бы наверняка забыл о лисице, если бы не то, что случилось потом. Посреди ночи я внезапно проснулся из-за тихого шороха за дверью. Неужели кабан пришел полакомиться моей морковью? Я вскочил и подошел к двери, но, открыв ее, я увидел не то, что ожидал. На пороге стояла маленькая белая лиса. Ее шерсть сияла белым во мраке ночи, будто солнечный свет, проникший через короны деревьев и отраженный водной гладью. «Ах, это точно та, которую я видел днем», — подумал я про себя. Если я подумал, что эти подобные покоящимся под хрустальной водой драгоценными камнями глаза, кажется, заглядывают прямо в душу. И тогда я все еще сонный, с пустыми руками, просто проследовал за ней. В этот раз она неподвижно стояла, ожидая, пока я подойду. Чем ближе я подходил, тем больше становилась лиса. И когда я предстал перед ней, лиса вдруг превратилась в человека. Высокая, стройная девушка с лебединой шеей и жемчужной кожей. Ее глаза сверкали, словно осколки драгоценных камней в воде. А ночью они были больше похожи на солнечный свет, который попал на воду, просочившись сквозь листья. Какая красивая! Она очень похожа на ту девушку, в которую я влюблялся давным-давно, хотя я едва мог вспомнить ее имя, но ее глаза говорят мне, что это именно она, подумал я. Это, конечно, какие-то лисьи уловки, но самое странное то, что я сразу откуда-то знал, что лисы могут творить магию. С другой стороны, стоит только взглянуть в эти глаза, еще и не такому поверишь. Ни лисья магия, ни то, что лиса обернулась человеком, не удивляло меня. Так, как ее глаза, подобные озерам, сверкающие, будто драгоценные камни. Какое-то время мы просто стояли и смотрели друг на друга в тиши ночи. Наконец-то она заговорила, и хотя ее язык был мне незнаком, я все понимал. Наверное, это тоже лисья магия. Если бы не ты, боюсь, я бы погибла на том озере. Она подумала и добавила, хотя умереть на берегу озера похоже на драгоценный камень. Что? Похожего на драгоценный камень? Не такая уж ужасная смерть. Но мы, лисы, стараемся отвечать добром на добро, поэтому я хочу отблагодарить вас. Она медленно поклонилась, ее длинные шелковистые волосы свесились с плеч, словно угольные водопады. Черные. Угольные? Значит, черные. Том 4. С той ночи прошло несколько дней, и лисы я больше не видел, но каждый день в лесу постепенно становилось больше дичи.
мелкие зяблики, длинноногие журавли, вспыльчивые кабаны, это да. Не знаю, пора ли настала такая, или то была лисья благодарность. Как бы то ни было, но на ужин в эти дни у меня было настоящее рагу с мясом. Лиса так и не появлялась. Странно, но раньше я легко засыпал на пустой желудок, а сейчас, хоть и наелся от пуза, лежал и думал о той встрече с девушкой-лисой. Он просто фури хочет. В принципе, понимаю, одобряю. Когда же я снова увижу эти глаза озерной воды? В тревожной... Можно так сделать? В тревожной полудреме я услышал за дверью слабый шорох. Ожидая увидеть светлый силуэт, я вскочил с кровати и распахнул дверь. Но не было глаз озерного цвета, не было белоснежного пушистого хвостика. Лишь тускло клубились в белом свете луны-одуванчики, словно падающий снег. Вдруг мне что-то залетело прямо в нос. Апчи! Внезапно пух одуванчиков взвился и заволок все вокруг, словно метель. Из этой одуванчиковой метели на меня смотрели два самоцвета. Глаза, они смотрели мне прямо в душу. Сквозь вихрь пуха я подошел навстречу лисице, но она, дернув ушами, скользнула пышным хвостиком по траве и скрылась в глубине леса. Я бросился за ней. Белое, мягкое пятнышко неуловимо мелькало в темноте леса, как отблеск лунного света сквозь листву, как идущая тихой поступью лукавая фея. Я блуждал, доверившись лисе, и, наконец, вышел из темного леса. Передо мной под лунным светом раскинулось бескрайнее море одуванчиков. Я стоял пораженный. Блин, это так красиво выглядит. Я стоял пораженный, когда сзади донесся тихий шелест, легкий и неуловимый, будто босая девушка прошла по опавшим листьям. Лиса подошла ко мне сзади, и ночной ветер донес ее запах, влажно-прохладный, с горьковатым ароматом одуванчиков. Ладони с тонкими холодными пальцами легли мне на плечи. Она наклонилась к моему уху, ее длинные волосы не спали на мое плечо. Я чувствовал сзади удар ее сердца и легкое дыхание, ровное и умиротворяющее. Только лисы знают дорогу сюда. Это край одуванчиков. Надеюсь, вы согласитесь остаться здесь и обучить моего лисенка человеческому языку. Когда время придет, я в благодарность научу вас магии лис. Уху стало щекотно, будто в него подул легкий влажный ночной ветер. Она язык засунула. Странно, подумал я. Я ведь не говорил ей о магии. Откуда она знает? Она ничего не сказала, лишь взяла мою руку и повела меня вглубь моря одуванчиков. С юга задул ночной ветер, с севера задул ночной ветер. Что? С юга задул ночной ветер, с севера задул ночной ветер. Принес горький аромат, принес смутные воспоминания. Мы предавались нежным лисьим играм среди разлетающегося пуха, пока луна не поднялась высоко в звездное небо. Том 5. Среди бескрайнего моря одуванчиков. Среди бескрайнего моря одуванчиков я набрал, как ветер разносил их семена по небу. И вдруг я понял ответ на вопрос, который не давал мне покоя долгие годы. Наверное, именно сюда попадают лисы, за которыми гнались охотники, подумал я. Какая же красота! Но когда я начал учить лисенка говорить на общем языке, мое сердце всегда было пустым, как будто внутри меня дул ветер. Разговаривая с ней и глядя в ее похожие на драгоценные камни глаза, я чувствовал, что говорю не с лисицей, а с девушкой, которую любил много лет назад. Вот почему я ощущаю себя немного подавленным каждый раз, когда она была рядом.
Это было похоже на то, как если бы кто-то, кого вы любите, родил ребенка. Вы все еще можете веселиться вместе, но между вами уже никогда не будет прежних чувств. Но вспоминая ее обещание, если мне удастся научить ее ребенка говорить на общем языке, то я поделюсь с тобой нашей лисьей магией, когда придет время. Обещание, данное только мне. Я чувствую новый прилив сил. Смогу ли я превратить себя в птицу с помощью этой магии? Как высоко смогу взлететь? Мог бы я превратиться в рыбу и доплыть до рифа Маска, на котором никогда не был. С помощью магии я мог бы даже охотиться. Не удержался и подумал я. Больше никакого морковного рагу без мяса. Стоя на море одуванчиков, я абсолютно потерял ход времени. Отчасти причиной тому был малыш, который оказался таким сметливым учеником. Сметливым? Первый раз слышу. Что такое сметливый? Есть в Википедии кто-нибудь? Сметливым. Я прочитал правильно. Я научил его не только языку, но и всему, что знал сам, включая счет, выращивание моркови, смену окон и заточку ножей. Иногда в порывах мы разговаривали. «Зачем понадобилось тебе учить человеческую речь?» Он быстро ответил: «Конечно же, чтобы подружиться с людьми». Я спросил: «Зачем тебе дружить с людьми?» Он опустил глаза. Том 6. «Зачем понадобилось тебе учить человеческую речь?» Такой вопрос я однажды задал лисенку. Но... Сметливый, догадливый. Смекалка. Ну, просто сметливый. Смекалистый. Ну, вот смекалистый понятно. Ладно, я пошла. Давай, пока-пока. Так. Он весело ответил на общем языке. «Конечно же, чтобы подружиться с людьми. Зачем тебе дружить с людьми?» Он опустил глаза, будто вопрос огорчил его. В одном далеком лесу я увидел мальчика. Он был одет во все серое, и глаза у него были как у волка. «Это же этот чувак, который пес. Это же он?» — добавил он. Тогда я только научился своей магии, поэтому мог бегать на двух лапках по траве. Мне было очень весело, но, к сожалению, лисы и люди разного роста. Они видят разные вещи, чувствуют разные вещи. Вы понимаете, учитель, когда я опомнился, уже заблудился. Воспоминания о тех событиях почему-то расстраивали его. В конце концов он забрел в чащу леса и даже наткнулся на злобных монстров. Когда лисенок решил, что с ним покончено, мальчик-волк серым внезапно выскочил из леса и прогнал чудовищ, не говоря ни слова. Он убежал в лес, и исчез в лесу. Если бы я мог поговорить на человеческом языке, я бы превратился в человека и пошел бы его искать. Мы бы стали самыми лучшими друзьями, весело сказал лисенок. Когда я услышал его ответ, я спросил: разве мы уже не друзья? Секунду. Да, Рейзер, который пес. «Разве мы уже не друзья?» Лисенок сурово ответил на общем языке. «Мама сказала, что вы мой учитель, а учитель и ученик не ровня, хотя так говорить тоже нехорошо». Он грустно опустил голову. Пока он размышлял над этим вопросом, его пушистый хвост похлопывал окружающие одуванчики. «Придумал!» — внезапно сказал он. «Если я смогу вас чему-нибудь научить, то я тоже стану учителем. Оба будучи учителя, мы станем равны». Но еще плохо... Он еще плохо владел общим языком и сделал все возможное, чтобы выдать свое предложение, хоть и не без запинок. «Учитель, позвольте мне научить вас магии, которая известна только мне». Том 7. «Учитель, позвольте мне научить вас магии, которая известна только мне». Он
Он все еще плохо владел общим языком, но ради дружбы он сделал все возможное, чтобы выдать свое предложение, хоть и не без запинок. Он сорвал маленький одуванчик. «Лети, лети, одуванчик, в дальние миры!» – прошептал лисенок. Он дунул на цветок, и пух одуванчика взмыл в небо. После этого лисенок сказал серьезным тоном: «Так, семена одуванчиков донесут ваши желания до Архонта Ветра». Между нами пронесся поток ветра и поднял в воздух весь пух. «Видите, Архонт Ветра ответил на мое желание!» – радостно вскликнул он. «А какое желание ты загадал? Стать лучшими друзьями с моим учителем?» Внезапно он опустил голову. «Вы устали? Наши рты устроены иначе, чем у человека, поэтому я должна поблагодарить вас за ваши усилия. Мы не заметили, как к нам подошла мать лисенка. Ее глаза были похожи на бездонное озеро. Лисенок тихо спрятался в траве под тяжестью ее взгляда. «Когда он выучит человеческий язык?» – подумал я. «Когда он выучит человеческий язык?» – тихо сказала она. Да, грустненько. 8 том. Том 8. «Когда он выучит человеческий язык?» – тихо сказала она. Я задумался, глядя на ее лицо. Что же сказала потом? Что она сказала потом? Я не расслышал. Озорной ветер, наполненный пухом, заглушил ее тихую речь. А потом, может быть, это она и сказала на языке ветра и одуванчиков. Потом она засмеялась, увидев мое глупое выражение лица. Она смеялась очень красиво, и ее выгнутые зрачки искрились, как две луны в озерной рябе. «Так вы хотите научить нас магии лис? А зачем она вам?» «Научиться магии лис? А зачем она вам?» «Я хочу научиться лисьей магии превращений. Тогда я смог бы стать птицей и летать высоко в небе. Я бы мог улететь в далекие края», — ответил я. «А во время охоты мне бы больше не пришлось сидеть в кустах. Я бы мог свободно парить в высоте, как сокол». Не удержался и подумал я. Будто услышав мои мысли, одуванчик в моей руке осыпался, и его пух полетел навстречу луне. «Вот как!» Она легонько кивнула, и по белоснежной шее заструился черный водопад волос. Серебряный свет луны падал на него и разливался по белой коже. Подожди. Водопад волос. Серебряный свет луны падал на него, я так понимаю, на него водопад волос, и разливался по белой коже, и в ее сиянии словно можно было видеть тени облаков. Я пристально смотрел на нее, и лишь когда чувствовал, что краснею, смог отвести взгляд. Все-таки лисы — свободные звери, и не прикрывают стыдливо свою красоту, подобно людям. Каждый раз, когда на ее волосы падал лунный свет, хотя не раз я видел и не раз касался их, я невольно краснел и невольно отводил взгляд. Когда она наклонила голову и легонько вздохнула, будто от досады, мы долго сидели молча среди моря одуванчиков, и я думал, что она сердится на меня. «Мы, лисы, отвечаем добром на добром. Я научу вас магии, превращений и помогу исполнить вашу мечту», — так сказала она, обернувшись. Глаза озерной воды, умиротворяющие искрились в лунном свете. Как хорошо, она не сердится. По непонятной причине я облегченно вздохнул. Том 9. Лисы умные звери. Лисы умные звери, умные и хитрые. Лисенок быстро научился и иногда даже задавал вопросы, которые ставили меня в тупик. В конце концов, человеческий язык сложный и изощренный, в отличие от простодушного языка зверей. Язык, что запутанный котенком клубок, потянул здесь, потянул там, и вот, зацепившись за ученическую оговорку,
Уже и учитель запутался сам, но лисы умные звери. Лисенок быстро выучил разные слова для ветра и смог примитивно описывать, как разлетаются одуванчики и как играет лунный свет в пруду. Каждый раз, когда лисенок узнавал новое слово, каждый раз, когда применял его к знакомому миру, когда восторженно одаривал превосходным смыслом ветер, одуванчики, землю, она стояла рядом и, улыбаясь, смотрела на нас. Лисенок учился быстро, но я совсем не испытывал удовлетворения. Когда я закончу с обучением, смогу ли я остаться в море одуванчиков? Смогу ли я смотреть под лунным светом в эти нежные глаза? Проведет ли она меня вглубь одуванчиков, лукаво смеясь, где мы будем вместе забавляться и вдыхать горький аромат ветров северного и южного? Думая об этом, я заблудился в печальных воспоминаниях. В тот далекий вечер, когда простился с любимой девушкой, светила такая же луна. Спасибо вам. Лисица внезапно оказалась передо мной. Она поклонилась, и черные длинные волосы скользнули с плеч, отражая лунный свет, будто заструилась вода. Когда он научится человеческому языку, то, может быть, у него появятся еще друзья. Спасибо вам за все. Он стал намного жизнерадостней с тех пор, как начал учиться. Она смотрела на меня бездонными глазами, которые искрились, будто хрусталь. Но после того, как вы научите его человеческой речи, куда вы отправитесь? Он, очарованный блеском ее озерных глаз, но очарованный блеском ее озерных глаз, я забыл ответить. Или это тоже была лисья магия? Взглянув на меня, лисица легонько засмеялась. Она развернулась к луне и повела меня в центр сияющего моря одуванчиков. Лисенок, увидев нас, вильнул хвостом и нырнул в темные заросли. Том 10. Маленький лисенок продолжал махать, отдаляясь от нас. Его фигура становилась все меньше и меньше, и в конце концов превратилась в маленькое белое пятнышко, которое сливалось с морем одуванчиков, постепенно исчезая. После того, как он ушел, лиса повернулась и подошла ко мне. С каждым ее шагом ее фигура становилась все больше и больше. Достигнув меня, она уже превратилась в человека. Высокая, стройная девушка с лебединой шеей и жемчужной кожей. Ее глаза сверкали, словно осколки драгоценных камней в воде, а ночью они были больше похожи на солнечный свет, который падал... Они тупо скопировали текст, который падал на воду, просачиваясь сквозь листья. Какая красивая! Она очень похожа на ту девушку, в которую я влюбился давным-давно, хотя я едва мог вспомнить ее имя, но ее глаза говорят мне, что это именно... Подожди. Это просто кусок текста, который уже был. Я это уже читал. Магические трюки и лисье превращение – ничто по сравнению с этими драгоценными глазами озерной воды. Некоторое время мы молча стояли в бескрайнем море одуванчиков. Наконец, я не смог больше сдерживаться и заговорил. «Это и есть та магия, которую вы хотели меня научить?» «Да. Безмерно благодарна вам за ваше время». Она медленно поклонилась, ее длинные шелковистые волосы свесились с плеч, словно угольный водопад. Повторяется текст, они реально просто куски вставляют одинакового текста, не понимаю. Прощание с маленьким лисенком оставило пустоту в моем сердце. Но я снова почувствовал радостное возбуждение при мысли о предстоящих уроках лисьей магии по изменению формы. Смогу ли я превратить себя в птицу с помощью этой магии? Как высоко смогу взлететь? Как я бы мог превратиться в рыбу и доплыть до рифа Маска, на котором никогда не был? Господи, это один и тот же текст.
с помощью магии я, может быть, прочитал 10-й том, а потом все остальные. А с помощью магии я мог бы даже охотиться. Не удержался и подумал я. Больше никакого морковного рагу без мяса. Я прошу тебя встать и не шевелиться. Она начала ходить кругами вокруг меня и становилось все больше и больше с каждым кругом. Нет, не только она, одуванчики тоже становились больше, только они были мне по лодыжку, потом дошли до талии и наконец стали высокими деревьями. Лиса уже стала великаном, когда я осознал, что здесь что-то не так. Том 11. Хрен поймешь, что они там зачем. Не, на самом деле, вот этот кусок прям он был. Том 11. Я уже стал пухом-одуванчиком, когда осознал, что здесь что-то не так. Я хотел попросить ее остановиться, но у одуванчиков не было ни рта, ни языка, чтобы издать какие-либо звуки. Мне ничего не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать, как она осторожно поднимает мое растение с земли и подносит ко рту. «Лети, лети, одуванчик, в дальние миры», – прошептала она. Она дунула на цветок, и пух одуванчика начал плясать в воздухе. Вместе с ним взмыл в небо и я. От этого вихря у меня закружилась голова. Ее глаза, блестящие, словно драгоценные камни в озере, покинули меня вместе с моим сознанием и желанием, которое прошептала она. «О, великий Архонт, прошу тебя, преврати всех лист в людей, чтобы не боялись мы больше охотников стрел и людских ножей». Проснувшись, я обнаружил себя в лесу, около своей деревни. Лес был полным пышных деревьев, а в его центре находилось небольшое озеро. Оно было похоже на стеклянные окна Манштатского собора, своей кристальной чистотой и отблеском солнца. Солнце просвечивало сквозь листву и оставляло на воде озера что-то похожее на осколки драгоценных камней. Вид озера завораживал меня. В лесу в день стояла прохлада. Я вышел к этому озеру после недолгой охоты с луком. Водная рябь по нему напомнила мне о девушке, которую я любил давным-давно. Я не мог вспомнить этого имени, как она... Господи! Я не мог вспомнить, как она выглядела, но ее глаза должны были быть похожи на воду, поблескивающую словно осколки драгоценных камней. Да, должно быть, я потерялся в мыслях и заснул, глядя на сверкающее озеро. Жесть! Короче, чтоб ты понимала, вот эта книга начинается абсолютно так же. Главный герой просыпается у озера, не помнит вообще, как он тут проснулся, и помнит, что он грустит по девушке, смотрит на озеро, вспоминает об этой девушке, но не помнит ни имени, ничего. И потом разворачивается история, где он встречает лису, потом ее спасает, потом пытается ее убить, потом все-таки она его там проводит, начинается вот эта долгая история на 10 томов. И в итоге она замыкается в тот же круг. Просто жесть. Ему все приснилось. Да нет, эта история замкнутая. То есть мы начинали с той же истории. То есть он просыпается, вот я могу прочитать в самом начале. Вот, «Лети, лети, одуванчик, в дальние миры», прошептал лисенок. Вот здесь было непонятно. И вот здесь... Вот он, этот кусок, это первый том. Я не мог вспомнить, как она выглядела, но ее глаза должны быть похожи на воду, поблескивающую, словно осколки драгоценных камней. Глядя на таинственную мерцающую воду, я глубоко погрузился в свои мысли. Я рассеянно прогуливался вдоль озера, абсолютно забыв, что я собирался охотиться. Я пришел в себя только когда услышал морозный треск. Нет, это уже не то. Вот он. Когда это случилось? Когда-то давно за деревней рос небольшой лес. В нем пышно росло множество деревьев, и среди них было маленькое озеро. Оно было похоже на стеклянные окна Манштатского собора, своей кристальной чистотой и отблесками солнца. Подожди. Это реальная история, просто как в аниме бывает. Сначала середину и конец, а потом в начало истории. Да.
либо это его воспоминания, которые он пережил, и какая-то произошла рекурсия, либо это действительно вот такая зацикленная история, то есть начало, точнее, конец заканчивается началом. Это очень прикольно. Мне не понравилось, что некоторые моменты прям повторяют и повторяют, как будто это добавили просто для того, что потому что. Но это прям классная книжка. Лиса в ночном, в море одуванчиков. Прям классная. Так, это у нас не закончены. Разбитые мечты. Сколько у нас? У нас стримчик закончился. Ну, давайте, здесь была коротенькая книга, я здесь где-то видел. На пару томов. Мы ее сейчас быстро читнем. Вот. Ручьи скрытого нефрита. Лисы всегда топчик. Ну, такое, как посмотреть. Ручьи скрытого нефрита, том 1. Так, он же коротенькая? Да, она коротенькая. Едва на листьях лотоса заблистали первые капли утренней росы, и вновь запели лягушки, как юноша проснулся. Сквозь бамбуковые стебли пробивались лучи утреннего солнца, подсушивая капли ночной росы на льняной одежде. Шелковистые белокурые пряди перламутром рассыпались по плечам юноши. Да что ж все такие красивые! Когда солнечный свет коснулся ее лица, юноша нехотя поднялся, прикрыв глаза, и тут же обнаружил, что причиной его пробуждения стала пара искрящихся янтарем блеском глаза. Пора вставать бы, лежебока. Стройная женщина с золотыми глазами. Золотыми глазами? Это Джун Ли! Да! Если это будет Джун Ли, это будет круто, потому что мы уже читали историю, когда Джун Ли был в виде девушки, у нее тоже были золотые глаза. Писают, когда рассказывают про тебя. Ну да. Так. Стройная женщина с золотыми глазами слегка наклонилась. По ее плечам рассыпались белокурые локоны. В ее словах чувствовалось раздражение, но глаза улыбались. Юноша пришел в долину скрытого нефрита, чтобы совершенствоваться в мастерстве, но не думал, что однажды повстречает здесь адепта, странствующая по этим лесам. Сюда, это Джун Ли. На ней было длинное белое одеяние из легкой ткани и просвечило, наверное, все просвечило. Плечи покрывало украшенный сверкающим жемчужными плащ. Золотое сияние глаз завораживало. От нее веяло нежностью и равнодушием. Ее голос был прекрасен и тих, словно нефрит, что падает в чистые родниковые воды. Истории о далеких временах, которые она рассказывала, зачаровывали настолько, что он забывал о вздохе, о восходе и закате луны, о круговороте звезд, утренних песнях лягушек и стрекотании цикад. Потом она отвела его в горную обитель странствующих адептов, чтобы показать неоконченную партию в шахматы. Вместе с ним они погрузились на дно прозрачной реки, чтобы посетить дворцы умерших богов. Они поднимались на отвесные скалы, чтобы взглянуть с высоты на пустынные руины городов, оставленные горными племенами. А когда от серебристых ночных бабочек струится лунный свет, они исследовали сновидения рыб. Сновидения рыб можно посмотреть. Это как надо упороться. Резвящиеся в водах затерянных источников, и танцевали, как танцевали шаманы почивших земель предков, пока не смолкали цикады, а затем засыпали под шепот демонов и духов гор. Вспомнив об этом, юноша взглянул на ее силуэт и вздохнул. Что такое? Все ведь было хорошо. Что ты вдруг заскучал? Уловив ее любопытство, юноша, который до сих пор лишь молча смотрел на нее, решил поведать деве о своих душевных метаниях. Смертные всего лишь странники, что скитаются между небом и землей. Потому и
влечет их мимолетная радость и мимолетная печаль, поэтому они и сковывают себя прошлым и вечно ищут его отголоски. Ва-ва-ва. Но мне интересно, что несет в себе столь прекрасная ночь для адепта. Это точно Джун Ли с сиськами. Ты о себе высокого мнения. Вот только боюсь еще пара мгновений, и я о тебе позабуду. Адепт ты бессердечный, ничего не поделаешь. Она прищурилась и лукаво улыбнулась. Но раз уж ты спросил, я расскажу тебе об этом. Том 2. Адепты живут долго. Долго и, разумеется, чувствуют время иначе, чем смертные. Смертные видят перед собой лишь ограниченный горизонт событий, но перед ней время расстилается словно необъятная картина. Для смертных время — бесконечная река крови, алый поток, сколько бы он ни несся по своему руслу, сколькими бы притоками не расходился, рано или поздно выплеснется в чернеющее море, в далекую безмолвную смерть. Но для нее время было безжалостной пустыней, затканной тонкими, словно паутина, нитями, тянущими в неведомую даль. Все течет и меняется, даже горы, подвижные в глазах смертных. Даже горы, неподвижные в глазах смертных, в ее глазах исчезают, подобно плывущим облакам. Блин, на самом деле реально. Через призму своих янтарных глаз она видит, как истлевают и разрушаются даже такие долговечные для простого человека вещи, как ртуть, не говоря уже о скоротечности, страданиях и радостях. В нескончаемом путешествии длиною в жизнь смертные тоскуют по родным местам, а потом блуждают в бесконечном потоке времени, воображая, что утраченные образы воскреснут в будущем. Даже когда поток времени подталкивает их к очевидному выбору, они в растерянности оглядываются в прошлое, будто надеясь вновь увидеть потускневший блеск тех мгновений. Но она другая. Она мчалась сквозь вечность, и за ее спиной у нее развивались волосы цвета белого золота. Она бороздила волны, приводила все вокруг в движение, неумолимо устремляясь в будущее. Жители гор считали ее дочерью времени, белой лошадью, что вынырнула из чистого источника, неподвластная путам и оковам, как ее гордую мать. Ее не смогли сдержать никакие преграды и заслоны. Равнинные пастухи, ступая по ее следам, сбросили с себя оковы дикой природы и отправились на поиски зеленых пожителей. И все стада устремились за белоснежным жеребенком. Королевство морских глубин увидело в ней посланницу. В своем воображении они наделили ее чешуей и плавниками и преклонялись перед светом, исходящим от той, кто была матерью и дочерью одновременно. Во времена, когда смертные удостоились благословности небес, герои, странники ради ее расположения совершали паломничество к источникам и сражались друг с другом ради нежности, что она по себе оставляла. Однако после разрушения лунного дворца, падения колесницы и гибели 3 сестер, эти легенды ушли в небытие вместе с обрушившимися несчастьями и гибелью древних народов. Небо установило строгий порядок, остановивший вращение звезд и движение Земли. Закованная в звездную оболочку, она была вынуждена остаться на этой застывшей чужой земле и ждать, когда... Прошу прощения. Ой, извините.
Не был установлен строгий порядок, остановивший вращение т.т.т. Закованная в звездную оболочку, она была вынуждена остаться на этой застывшей чужой земле и ждать, когда протянутся нити матери, когда камни сотрутся в пыль, когда случится новая встреча с тем, кто придет извне. Это я. А я ответила на твой вопрос. А следующую историю я рассказала тебе вчера ночью. Накинув на плечи белую рубашку, она стояла спиной к солнцу. В тени ее глаза сияли янтарным блеском. Не сочти за дерзость, но я лишь знаю, что ты из адептов. Но откуда у тебя откуда ты и как тебя зовут? И вновь она лишь смеялась в ответ, как и в тот раз, когда встретила в роще незнакомого ребенка. Юноша вздохнул и кивнул ей на прощание. Много лет спустя, будучи уже в преклонном возрасте, он вспомнил это мгновение. К тому времени он отточил свое фехтовальное мастерство до совершенства, основал собственную школу, но все равно не понимал последнюю историю, что она ему рассказала. Она по-прежнему умчалась по нитям судьбы, скрывая следы в лесах и источниках от взора богов и оберегая древние истории, которые постепенно стирались даже из ее памяти. Это Джун Ли с сиськами. По-любому. Так, что вы там писали? Он же сосиска. Нет, Джун Ли не сосиска. Мы уже читали книгу, где Джун Ли в образе девушки ходил по Лиюэ. Поэтому Джун Ли не зря у меня в отряде. Он сам выбирает, кто он есть. Современный мир, вот эта девушка, парень, границ нет. Джун Ли это понял и просто решил быть. Вот. Единственное, что у Джун Ли оставалось, когда он менял образы, это цвет его глаз. Ой, как неудобно. Что такое? Что такое? Нет, правда. Я не знаю, вот эта связанная история с Джун Ли или нет. Но до этого мы читали книгу про Джун Ли, что он был и девушкой, и парнем. Поэтому как бы... Джун хакнул систему и вписался в отряд Тенри. Нет, Джун Ли — это белая лошадка, которая была в истории на ивенте фонарей. Так вот, здесь же тоже лошадка. Алло. Здесь же тоже про жеребенка рассказывают. Читер, получается, ну. Но есть все-таки Тенру можно как-то уломать. Не надо. Так, все. На самом деле у нас осталось не так много книг, которые мы можем прочитать. Поэтому нам надо будет усердно поискать книги. Давайте посчитаем, что нам осталось на следующий чтенный стрим. Я вижу 1. Я вижу 2. 3, но это коротенько. Пими говорит, получается, все зависит от того, как ему предлагать. 3 книги осталось всего, которые мы можем прочитать. Что это такое? Эндрюс говорит в SL раз говорим, что Бенни появлялся в книжках в виде девушки. Фачи Блу и Смелинг. Подождите, проба пера хиличурской поэзии. Том 1, она еще не собрана, я не буду это читать. Так, ну что, вот мы и закончили. Вы посмотрели 12 минут в долг. Засранцы, получается. I'm Ho-Ho. Здрасте. Насколько я помню, это человек с ТикТока. Ой, с Ютуба. Вот. Ну что, на этом все. Давайте я вас верну вот так. И верну вот так. Получается все. Это Рома, да, Рома. Да, я Рому добавил. Ну что, дамы и господа. Давайте потом почитаем лор из артов и оружия. Да, кстати, я буквально сегодня это увидел чисто случайно. И там тоже было что-то интересное. Во-первых, где я видел? Даже у картинок был лор журнал путешествий. Нет, не то. География.
А, вот, фоточки, которые мы делаем, даже у них есть маленький лор. Мы можем смотреть красивую картинку, и вот ветер разносит по миру семена одуванчиков, слова и песни. А еще он указывает путь юным путешественникам. Добро пожаловать в Манштадт. Вот, мы вот эти фотки получали, но вот этого текста не было, либо я его никогда в жизни не замечал. Это мы тоже прочитаем обязательно потом все. И я еще видел... Так, у существ... Нету, у оружия было, да. Вот. Тупой меч. Полон путь встреч и прощаний, и верные спутники мои, лишь меч и мечта. Двуручный меч богатыря. Хозяин такого тяжелого тупого меча знает, что такое, что оружие не важно, важна сила хозяина. Вот. Очень интересно, что там у дубины переговоров будет. Привета. Получается, Джун Ли любитель переодевашек. Ну, не переодевашек, а переполновашек. Потому что он прям пол менял, он девушкой был. И обязательно зеленые крылья нужно прочитать. Кстати, мне уже об этом говорили. Угу. Давайте, может, это на потом оставим, я не буду сейчас смотреть. Кстати, по поводу той головоломки, я же так и не... или я рассказал, что она оказалась достаточно простой. Я пришел, мне сказали, что ее нужно пройти 3 раза потом. Я сегодня ее прошел еще раз, думаю, сейчас уйду-приду, и она опять обновится. А нет. Это, короче, обычная судоку. Я в первый раз собрал 15, второй раз собрал по 15, и все было... Как я ожидал, механизм снова поменялся. Я в тебя верю, путешественница. Да, он снова поменялся, и все-таки надо было, видать, не знаю, подождать какое-то время. Вот. Поэтому она супер простая. Если кто не проходил, собирайте в рядах по 15, и все у вас будет хорошо. Вот. Но на этом стримчик заканчивается. Ну что, чатик. Всем большое спасибо за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. На этом стримчик заканчивается. Мы почитали сегодня много лора, было очень интересно. Ну, в следующий раз увидимся в 107 серии по чтению. Всем большое спасибо, всем пока. И как всегда на прощание, нарара. Все, всем пока. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока.